Композиция представлена в двух вариантах. Основной находится на первой полосе обложки. Под дополнительный вариант выделен целый разворот. Коллаж можно смотреть вместе, а можно по отдельности. Тем самым подчеркивается идея главного события 2016 года. Событие это называется «Крах Вавилонской блудницы». Дело в том, что на левой части разворота представлена структура богочеловеческой системы. Данная пирамида – это и есть проект Бога, то, каким должен быть человеческий мир по планам Творца. По сути, это структура Небесного Царства. И Меркель здесь играет роль Христовой невесты. У нее должно состояться бракосочетание с Солнцем. Солнце с полным циферблатом здесь символизирует Христа Спасителя и наступление времени прозрения и проповеди. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот эти слова относятся конкретно к нашим дням. Денежка, спускаемая на парашютике, это символ нисходящей с небес благодати. Ротшильды предрекают нам начало воскресения Святой Руси именно в этом году. Господь раскроет небеса, и на православный народ, на православную церковь и зальется сила Божьей святости, Божьей премудрости. Бабочка, находящаяся рядом со счастливым солнцем, как раз и является классическим символом воскресения. Персонажи данной области все целиком играют роли различных процессов, происходящих в нашей Русской Православной Церкви. Однако, чтобы у нас в голове от всех этих подробностей не образовалась каша, давайте рассмотрим глобальные принципы построения всей композиции. Как мы уже говорили, она посвящена наступлению эпохи 6-7 дня, которая описана в пророчествах Даниила. 4 видения, что Господь показал Даниилу, отображают структуру догмата о Пресвятой Троице, и в основе построения картин грядущего используется базовый принцип разделения на форму и содержание, происходящий от сути божественного бытия. Об этом мы говорили в последнем ролике об истории Бога Отца. Так вот, обложка вся целиком строится на том же принципе, и вся композиция делится на области формы и области содержания. Здесь используется система многоуровневого символизма, аналогичная той, что лежит в основе реального устройства тварного бытия. И в зависимости от ракурса мы получаем ту или иную смысловую картинку. Итак, если смотреть в целом на самый крупный вариант композиции на разворот, то левая часть является формой мироздания, а правая ее содержание. Левая – это как бы театральная сцена с актерами, а правая – сценарий спектакля. Здесь показана эпоха пятого дня, эпоха столетнего анабиоза и власти первого зверя. Вся правая часть является царством лжи. Здесь показаны элементы матрицы нового мирового порядка. Об этом мы много говорили. Несколько столетий назад масоны проникли в церковь и подменили базовые смыслы богословия. То есть как бы переписали дисковую операционную систему, DOS, ту основу, на которой надстраивается операционная система цивилизации. Коды взлома традиционного мироустройства опубликованы в книге «Алиса в Зазеркалье». Далее была создана антихристианская операционная система, основанная на культе денег. Суть этой системы изложена в книге Карла Маркса «Капитал». И после Первой мировой войны все человечество, подобно программе, проинсталлировали в новую цивилизационную систему, в новый мировой порядок. И весь мир стал жить по правилам гениев сатанинской премудрости. Итак, правая полоса разворота – это свита Воланда,
Это все те бесы, что глумятся над человечеством последние столетия. Здесь представлена жизнь вавилонской блудницы, то, что составляет содержание жизни миллиардов людей. Главное здесь искусственная среда обитания и жажда материальных благ. Все то богопротивное мироустройство, что в Откровении названо образом зверя. Клоуны из правой части разворота играют роли из 13 главы Апокалипсиса. Они исполняют сценку первого зверя, выходящего из моря. И Биллу Гейтсу здесь достались следующие слова. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, их жилище Его и живущих на небе». Поэтому он облачен в священнический сиреневый цвет, смотрит на небо и что-то там бормочет своим кривым ртом. И в целом правая часть композиции посвящена торжеству царства зверя, той победе, что Вавилон одержал над святыми в 20 веке. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Поэтому конквистадор, завоеватель, символизирующий победу над мирозданием, находится на правой стороне пагоды. Если первая часть целиком посвящена образом лжи, то левая – образом правды. Здесь представлена структура мироздания в ее реальном состоянии. Здесь все по-честному, все как есть. И даже если правда горькая и глаза колет, это само творение, само бытие, созданное Богом. Его нельзя изменить или переделать, так как мы находимся внутри данной системы. Солнце нельзя убрать с небосвода, однако его можно спрятать от взора человечества, что и было сделано в 20 веке. На языке библейской символики традиционное мироустройство называется Израилем. И Меркель здесь, по сути, играет роль дочери Сиона. Это невеста Христова, которая должна бракосочетаться с Богом и принять в себя солнечного Христа. Однако лицо у Меркель черно-белое. С внешней стороны Меркель цветная, а внутри черно-белая. Данная система разделения персонажей на цветных, черно-белых и смешанных показывает разные состояния бытия. Цветное – это целостное, черно-белое – это искусственное, виртуальное – это разного рода модернистские системы уклада жизни. А смешанные персонажи, соответственно, показывают смешанные состояния бытия и своим и нашим, как говорится. Черно-белые области в левой части композиции преимущественно являются как бы областями поражения вредоносными вирусами. Это паразиты, проникшие в царство святых и съедающих бытие человечества изнутри. Они воруют у Бога души людей. Как мы видим, внутреннее содержание дочери Сиона черно-белое. Это значит, что она изменила традиционному мироустройству. Это значит, что церковь изнутри захвачена чужими, и они съедают изнутри ее бытие. По планам Бога весь род человеческий должен быть непорочной вселенской церковью. Однако масоны в 20 веке реализовали план сбежавшей невесты, и человечество в лице Меркель заблудило с Вавилоном. Клинтон, известный блудными похождениями, играет роль антижениха, роль соблазнителя, под которого легла Вселенская Церковь. Таким образом, непосредственно сама обложка целиком посвящена православной церкви. И здесь композиция строится по тем же принципам разделения на форму и содержание. Внешние персонажи, сложенные в пирамиду, образуют структуру мироздания, ее форму. Это буквально как бы края вселенского котла, внутри которого варится внутрицерковное содержание. Эдакий суп из различных персонажей, играющих роли событий
происходящих внутри церкви. Как внешняя форма, так и внутреннее содержание, в свою очередь, еще раз делятся на форму и содержание. Такова общая структура построения композиции.